И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Сегодня, ребят, мы с вами отправимся на Донедж, сейчас, Донедж, сдадим задание, награды за голову, которые мы выполнили. Я надеюсь, что нам не дадут следующие, хотя вполне возможно, что и дадут. Вот. И после этого мы вернемся... Точнее, не вернемся, а пойдем к тому самому враждебному племени Вахаки, если я не ошибаюсь. Кассонга. Где Донедж? Донедж, вот он слева. Так, у нас тут вот небольшая необследованная область. Давайте же ее проплывем. Я уверен, что здесь, скорее всего, ничего нет. Да, здесь ничего нет, к счастью. Или к несчастью, не знаю. Мутная лагуна. И тут прям 3 точечки у нас. Кто-то стучится в вашу каюту. Над палубой дует удивительно холодный ветер, не стихая в течение многих часов. Старый Энгрим робко стучится в вашу дверь, входит, и вы видите, что лицо его бледное, покрыто капельками пота. Прошу прощения, капитан, но Ондра наслала на нас дурной ветер. Мы слишком долго плаваем, не делая ей подношений. Она обязательно накажет нас, если мы не отдадим ей ее долю. Он кивает на люк, предлагая вам пойти на палубу. Не пожалеть времени и провести с командой ритуал, чтобы заручиться поддержкой Ондры. Мы обязаны уважать ее, и мы будем уважать ее. В течение нескольких часов вы проводите на палубе антритский ритуал, чтобы госпожа Мария смилостивилась над вашим кораблем и теми, что плывут на нем. Вы произносите множество имен Ондры: Нгати, владычица скорбей, соленая девка, любовница мертвых. Признаете ее силу и власть над водами, над мореходами и теми, кто упокоился в глубинах. По вашему настоянию каждый матрос подходит к борту и шепчет слова раскаяния, глядя в темную воду. Хотя команда расходится в подавленном настроении, старый Энгрим всех убеждает, что вы оказали великую честь богине и защитили корабль от ее гнева. На ритуал вы потратили несколько часов, зато на следующий день ветер меняется, команда радуется доброму предзнаменованию. Многие благодарят вас и Ондру за спасение корабля. Кстати, вот смотрите, мы здесь, кажется, не собрали чего-то. А это что за корабль? Ищи писем по трейну. Так, убежище лиходеев, я помню тоже. Нам нужно, точнее точно. Так, в убежище. Давайте почитаем, с кем нам нужно поговорить. Так. Получить награду за гибель черного. Диту можно найти в убежище лиходеев. Дита. Дальше. Десираль, сияющий двор. Десираль. Нурнокса мы не нашли пока еще. И Висали огненные стопы тоже. Значит, здесь и потом Десираль.
Удитом. Есть добрые вести, ужас морей. Удита усмехается, прикусывая мундштук трубки. О черном можешь больше не беспокоиться. Надеюсь, военный флот не станет за тобой гоняться. А то эти ребята такие злопамятные. Удита пожимает плечами, протягивая мешочек с монетами. Мы получили 1500 меди. А ты лучше справляешься с делом, чем я думала. Хочешь еще поработать и пополнить карманы? Она наклоняется ближе, попыхивая трубкой. Какие есть задачи? Следующая цель — Куара. Капитан Уана, на имя которого выписали черную метку. В кораблях чужеземца он видит лишь добычу, только и ждущую, пока ее загарпунят. Хорошо. Кто бы сомневался, подмигивает Удита. Куара правит жонкой Камат Онгати и крутится на ней в районе цепи Куаурикуху к востоку от Никитаки. Доброй охоты. Хорошо. Мы, кстати, по-моему, видели его. Так. И теперь Сияющий двор. Так. Тессералиен зовут. Только вот где она стоит, я что-то не помню. Вот она. С возвращением, тепло улыбается вам Тессералиен. Она вертит монету в пальцах, на лице у нее улыбка, глаза блестят. Я убил лорд-адмирала Рала Беса. Значит, с надутым мошенником покончено. Очень хорошо. Так. Но полдела это еще не дело, друг мой. Еще двоим из команды подстрекателя требуется твое особое внимание. Я убил Эспера. Эспера мертва? Наконец-то. Моя искренняя благодарность у тебя уже была. Прими же теперь мои монеты. Она опускает вам в руку тяжелый кошель. Я убил Катрен. Надеюсь, перед смертью Катрен устроила для тебя славное представление. Она улыбается злой, суровой улыбкой, словно лесная кошка. Итак, из команды подстрекателя больше никого не осталось. Это больше, чем все, на что я только могла надеяться. Спасибо тебе. Зная, что не получили по заслугам, я смогу спокойно спать по ночам. Расскажи мне о своей сестре. Она улыбается уголком губ. Данея с рождения была буйной девчонкой. Она, когда из чрева матери вылезла, орала так, что из ушей кровь шла, и с тех пор так и не унималась. Она гналась за смертью, как изголодавшийся за зиму волк гонится за первым весенним жирным олененком. То, что она ее догнала, было лишь вопросом времени. Но мертвые останутся мертвыми, и воспоминания о Данее ее не вернут. Да, в этом она права. Мертвые останутся мертвыми. Так, ну хорошо. Значит, мы получили только одно новое задание, и это замечательно. Вот, также, сколько у нас там по опыту, мы почти достигли 15 уровня, как можно видеть. Это тоже очень хорошо. Ну что ж, тогда отправляемся дальше, путешествовать. Кстати, вот отсюда нельзя почему-то кликнуть, покинуть город, сколько есть. Ну ладно. Нельзя так нельзя.
Так, теперь нам нужно отправиться к Лохаке. Давайте вспомним, кто нам это давал. Уриал Каики. Это поросший джунглями остров, хорошо защищен и находится на северо-западе от Никитаки. Так, северо-запад это здесь примерно. С этой Саюку нам тоже нужно зачем-то попасть. Уриал Каики это очень далеко. Ну ладно, поплыли потихонечку. У нас, в принципе, еды достаточно. Как раз будем потихоньку исследовать это. У нас какая получается как раз северо-западная часть карты. Конечно, карта мира в этой игре очень большая. Вот. Я бы даже не сказал, что это такой прям плюс. Как могло показаться с первого взгляда. Так, вот этот остров, по-моему, на него даже высадиться нельзя, если не ошибаюсь. Посмотрим, по-моему, нельзя. Уже вроде бы мимо него проплывали. Да, видите, красивый такой островок, а высадиться нельзя. Двое ваших матросов затеяли какую-то игру в трюме. Вы осматриваете игру в трюме и вдруг слышите шепот и приглушенный смех. Крадучись, вы идете во тьму. Вы осторожно огибаете штабель ящика, вам открывается картина. Ирена и Ваница увлеченно играют в голову Орлана. Ирена дает вам честь. Здравия желаю, капитан. Мы тут медяки в голову Орлана. На медяки в голову Орлана играем. Хотите с нами? Ну, давайте сыграем. Замечательно, Ваница делает шаг назад. Я в этом раунде пас, мне как-то мои монеты дороги. Рена усмехается, достает кинжал, заносит над головой и после мучительно долгого прицеливания запускает его с поцарапанного Орлана. Кинжал вонзается в дерево, ухо. Ваница усмехается. Рена получает 7 очков. Ну, понятно. Опыт на море. Отлично. Поиграли. Мы, конечно, долго будем так плыть, я понимаю, но зато мы исследуем всю карту. Еще я специально не иду на увеличенной скорости, потому что в такой ситуации иногда бывает проблемно среагировать на появляющихся врагов. Падшая Матрона Дарига, работорговцы.
На работу торговцев я бы, конечно, напал. Ну ладно, пока не будем. Может быть, нам еще ее закажут. А на Саюке мы, по-моему, с вами уже были. Я, правда, не помню зачем. А, мы тут даже спускались в какое-то подземелье, как я помню. Так, двое матросов затеяли спор. Корабль тихо покачивается на волнах, синее море простирается до самого горизонта. Ваше внимание привлекают громкие голоса, спорящие на палубе. А, ну, понятно. Так. Рыба полностью здорова. Мы получили предмет серебрянка. Вообще неплохо. Какие интересные еще ребята нас тайны ждут в этих водах. Так, у нас, кстати, вода заканчивается. Корабле. Игрок остался. Вот так. Пастырь кукол. Ух. Как рыба. Воды архипелага гладкие и прозрачные, точно оконное стекло. Непокорный скользит по ним, но ветер туго надувает паруса. С палубы ниже доносятся ароматы пряной похлебки. Сестра Щитаделия и Куик разместились на планшире, покачивая над водой ногами и удочками. «Как-то раз удалось подцепить достойный трофей», — говорит сестра Щитаделия. Но он сорвался с крючка. «А тебе не говорили, что удочка должна быть побольше?» — усмехается Куик. Что-то сразу вспоминается тот темноглазый трофей, что сорвался с твоего крючка на причале королевы. Думаю, сестра Щитадели однажды добудет достойный трофей. Благодарю за поддержку, капитан. Сестра Щитадели усмехается. Я только говорю, что нужно вложиться в годные снасти, произносит Куик. Видите? Вдруг спохватывается сестра Щита. Вы вглядываетесь. Под водой скользит черная тень. Она пока почти на горизонте, но быстро сокращает расстояние. Порождение Головейна, сестра Щитадели выпрямляется, хочет поживиться нами. Идентифицировать. Я думаю, это шипастый опустошитель, Эдер разглядывает силуэт. Шипастый опустошитель. Гигантская акула, любящая таранить и топить корабли. Она способна наложить на корабль защитные чары. Круг защиты. Либо же вызывает мощный священный щит.
Как круг защиты. Зодиша расставляет руки и начинает напев, оплетающий корпус корабля защитными чарами. На поверхность вырывается настоящее чудовище. 30-метровая тварь с крепкой чешуей и могучей мускулатурой. Она даже была бы похожа на акулу, если бы не ряды жутких шипов, покрывающих ее тело. Каждый способен рассечь вас надвое или пробить корпус корабля. Тварь идет на таран. Корабль содрогается, и Куик врезается в мачту и безвольно оседает на палубу. Куик получает травму. Огонь из всех орудий. Топите гадину. Палуба ходит ходуном, пока команда бросается к своим позициям внизу. Гадул вращает штурвал, подставляя корабль левым бортом к чудищу, выбрасывающему над собой столб воды. На поверхность вырывается настоящее чудовище. 30-метровая тварь с крепкой чешуей и могучей. Так, ну это мы знаем. Как только тварь подходит на подходящее расстояние, экипаж дает залп из орудий. Ядра вспенивают воду, и существо исчезает. Вы не видите ни крови, ни других признаков того, что экипаж попал по чудовищу. Все ждут, затаив дыхание. Она снова на нас нападает. Еще один залп, постарайтесь не промазать. В воздухе запах дыма и крови, существо скрывается в волнах. Воцаряется напряженное минутное затишье, а затем от бурлящей водой поднимается алая пена. Изуродованное тело ненадолго всплывает, а затем вновь медленно погружается в пучину. Канониры стонут и облегченно вздыхают. Так, у нас там кто-то с травмой. Куик. Давайте его отправим поправляться. Вот он. Так, он у нас канонир. Палубный матрос, навигатор. Все. Отлично. Прикольно. Такой небольшой эвент, за который мы даже получили благословение. Да. Кораблик немножко потрепало. Гробница Фамиров. Кривая чащоба. Но тут все высокого довольно уровня, пока сюда не будем заходить. Так, снова игра в трюме. Победа за капитаном. Спасибо за игру, капитан. В следующий раз я выиграю, попомните мои слова. А сейчас нам пора за работу. Они даже сделали так, что вроде бы довольно скучное путешествие по морю, то разбавляются вот такими вот элементами. Это классно. Еще игра во всех отношениях сделана очень качественно. Не понимаю, почему она не так же хорошо продалась, как и первая часть.
почти дошли. Вы встречаете в море еще один корабль. Погибайте каменистый остров, видите корабль с парусами, трепещущими на ветру. На парусах намалеван грубый символ. Достаете подзорную трубу и смотрите на символ. Он нарисован очень грубо, так что может означать как булаву, так и меч. Или ключ. На борту не видно никакого движения, кроме хлопающих парусов и раскачивающегося такелажа. Также вы замечаете одно тело на планшире и еще одно на штурвале. Из мачты торчит стрела. Рядом с вами стоит Алот. Этот символ — вариация знака свинцового ключа. Алот опускает подзорную трубу. Думаешь, это свинцовый ключ? Или они на него напали? Никто из свинцового ключа не станет так о себе заявлять. Но мы не узнаем наверняка, если не проверим, говорит Лот. Давай проверим. И я так думаю. Узор на мачте напоминает символ свинцового ключа. Давайте сначала все заберем у них, что можно. Теперь проверим душу. Рядом с телом дрожит частица ауры. Судя по всему, большая часть души уже отошла, остался лишь этот беспокойный трепещущий кусочек. Он бьется в панике. Даже просто стоя рядом, вы чувствуете, как учащается ваше сердцебиение. Прочесть частицу души. Как только вы пускаете ее в себя, ваша кровь стынет от ужаса, а сердце стучит громче копыт несущейся лошади. Вы пытаетесь сдержать рвотные позывы, хотя бы ради того, чтобы не шуметь. Плавание должно было быть недолгим. В Никитаку и обратно, всего пара дней. Но вы заблудились в тумане, а следующее, что вы видите, летящие сквозь туман стрелы. Вы прячетесь среди ящиков. Там темно, там крики с палубы кажутся тише. Вы думали, что страшнее пиратов для торгового судна быть не может, однако вопящие воины, убивающие ваших товарищей, не похожи на пиратов. Один из них взбирается вверх по снастям и рисует на вашем парусе какой-то знак. Ваше убежище озаряет свет. Над вами возвышается Аумауа, один из воинов Уана. Нет чужеземцев! Защитим наши земли! В глаза бьет ослепляющий свет, вы видите силуэт Аумауа и тут же чувствуете резкую боль в основании черепа. Что это, Алиторн? Давай поговорим с Алотом. Ты что-то нашел? Я знаю этот взгляд. Купцы. Они убили Уана. Их убили Уана. Они говорили, что чужеземцы оскверняют их землю. Это уже что-то, его лицо светлеет. Я нашел непонятные пятна. Не думаю, что это кровь, но запах резкий. Он морщит нос и указывает на полосу цвета свежей раны. Это мякоть Каики. Да, но как она здесь оказалась? Не знаю. Серафен, эти чокнутые вахаки Сорио Каики обмазываются соком Каики с ног до головы. Мы недалеко от их острова, но колдуну придется сделать большой крюк. Колдуну? Почему колдуну? Я слышал, они никого к себе не подпускают. Что же до их связи со свинцовым ключом? Он хмурится, глядя на напоминающий ключ символ, изображенный на парусах. По крайней мере, мы знаем, где их искать. Но если все обернется как в катакомбах бухты непокорности, надеюсь, мы успеем получить ответы, прежде чем устроить кровавую баню. Он криво усмехается вам. Да, и кстати, все наши персонажи получили уровень, чем мы сейчас с вами и займемся. Так, больше здесь ничего не найти. Да? Ну ладно.
Давайте поднимем уровень. Как это сделать? В этой кнопочке. И для этого нужно вернуться. Ее нет рядом? Нет. Хороший вопрос, кстати. Ну понятно, что можно на корабль вернуться. Но тогда, по-моему, мы будем не в группе. Я буду один. Да, я один. Ешьте, все покидают отряд. Ладно. Когда высадимся, тогда и сделаем. Так, Орио Каики, вот деревня Янвик. Кстати, вот деревня Янвик, если помните, это то самое место, в котором сможем кое-что найти. Вы находитесь на берегу разбившейся шлюп. Кораллы и скалы раздробили корпус корабля в щепки, но в трюме может оставаться что-то ценное. Драконий медальон. Дает огненное дыхание, дает залог хватки. Зовите себе на помощь Ирма Федрейка. Один класс защиты огненный и рубящий. Ну, кстати, призывающие, точнее, призываемые существа, это всегда хорошо. Я помню, если смотрели мое прохождение Baldur's Gate, мы с вами за счет них только и выигрывали бои. Давайте, наверное, в деревню Янвик заглянем, ребята, перед тем, как идти. Сокровища капитана Хенки. Ага, обломки они на берегу. У самого берега видны остатки разбившейся джонки. На ее бортах выше ватерлинии глубокие царапины, киль обгорел. Возможно, в трюме осталось что-то ценное. Имперская длинная пушка. 300-600 метров. Время перезарядки 6 ходов. 6 ходов очень много, конечно. Так, давайте почитаем еще раз, что там было написано по поводу карты. Вы легко различаете приземистые домики и надпись «Деревня Янвик». На северном побережье неаккуратно нарисовано что-то вроде черепа. Тонким, неразборчивым почерком по контуру суши написано «Утопленные могилы». От этого пергамента у вас мороз по коже. Утопленные могилы. Ладно, давайте сначала в деревню заглянем. Анник, я же сказала нет, Таток. Таток. Утопленные могилы закрыты. Пожилая гномыха складывает руки на груди. Она неодобрительно хмурится, искажая линии, начерчивающих ее лицо татуировок. Если хочешь присоединиться к сыну, предложи себя немного в следующем году. Что происходит? Чужестранец. Таток смотрит на вас восторженными, широко раскрытыми глазами, но Анник обрывает его восторг одним резким взглядом. Это дела Янвика, а не твои, она задирает нос.
Старейшины перешли через море, чтобы защитить своих детей, а ты позоришь их память, скармливая детей горе, Аник. Гном с каштаново-рыжей бородой машет в сторону внушительной горы у самого горизонта, склон которой похож по форме на скалящийся череп. Немного отпустит моего сына или умрет. Только произносит эти слова полным ненависти шепотом, и Аник даже шипит сквозь зубы. Что случилось с твоим сыном? Каали принес себя в жертву ради блага всего нашего племени. Верно, Таток? Тьфу, я всю жизнь прожил в тени могил. Каали заслуживает того же. Если ты отрицаешь дар Немнока, ты и правда потерян. Надеюсь, Каали обретет покой в объятиях великого Немнока. Аник стискивает зубы и идет вдоль улицы, обратив взор на далекие очертания горы. Фу, плевать мне на Немнока. Короче говоря, у них тут какие-то подношения. Сейчас будем смотреть, узнавать. Так, сначала давайте поднимем уровень все. Цепь исцеления. Паладин выбирает одну цель для лечения, но воздействие переходит от союзника к союзнику, с каждым переходом немного ослабевая. И силу прокачаем. Ну, давайте средние щиты прокачаем, я не знаю, просто или рапиру. Давайте цепь. Тайное знание, проницательность. Так, а тут интересно. Большой отпечаток гримуара позволяет волшебнику временно одолжить заклинание 7 уровня или ниже у друида, священника или волшебника. В течение продолжительного времени волшебник может свободно использовать украденные заклинания. По полю боя проносится знойный ветер, который наносит всем в области действия чистый урон и ослабляет их. Это, кстати, неплохо. Это предпоследний уровень, заметьте, уже заклинаний, дальше уже не будет. Черный лук Кидебольда. Волшебник призывает угрожающего вида лук, который наносит разъедающий урон и ужасает врагов. Каждый разряд энергии, выпускаемый волшебником, отскакивает в одну дополнительную цель. Временной кокон. Цель оказывается заточена в тесный энергетический кокон. Все это время она не может действовать, атаковать или быть подвержена воздействию способности. Тем не менее, уже активные эффекты сохраняются. Колющий знак Минолетты. Волшебник использует знак известной варианской волшебницы Минолетты. Если по волшебнику попадает в ближнем бою, знак наносит напавшему колющий урон, отталкивает врага назад и оглушает его. Стена многих красок. Призывает радужную стену всевозможных красок, которые носят различный урон и оказывают различные воздействия на всех проходящих сквозь нее. Короче, она дамажит всеми видами урона, еще и параличом. Мы ее уже знаем, в гримуаре она у нас есть. Леденящие когти Колокот. Призрачная костлявая рука проносится по области, нанося всем ледяной урон и вызывая ослабление и хромоту.
Так, но мне нравится идея с луком. И мне нравится идея с когтями на данный момент. На лоту бы, конечно, какой-нибудь дальнего боя оружие, но, по-моему, магическая палочка, она и бьет этим. Так что давайте ему тогда боевой посох. Не знаю зачем, просто для ролеплея. Механика. Блеф. Защитная паутина разумов. Ваш разум соединяется с разумами ближайших соратников. Любой атаке по одному из членов этой ментальной сети придется преодолеть защиту самого сильного из вас. Если один из членов сети получает урон, он исключается из нее. Вот это интересно. Пожинающие ножи. Сайфер использует душу союзника, чтобы создать клинки с чистой энергией, которые исходят из рук. Клинки носят чистый урон, увеличивая сосредоточение создавшего их Сайфера. Перекачивая силу из душ врагов, Сайфер может замедлять их и увеличивать собственную скорость действий. Вор времени. Но вот мне нравится первое и, в принципе, пожирающие ножи. Вор времени давайте возьмем. Так, тут, наверное, арбалет. Пускай будет рапира, опять же, ролеплейный элемент. Символы Атаса. Создает на земле символы Атаса, которые периодически носят огненный урон врагам в области действия, дается союзникам бонусы к защите. Насколько там большой этот огненный урон? 35-50. И все защиты плюс 15 на 10 секунд. Корона для правоверных. Коронует союзников во славу бога жреца, наделяет всех союзников в области действия вдохновениями проницательности, ума и устремленности. Воспламеняет сильное рвение в союзниках, которые проявляются в ореоле, поражающим электрошоком ближайших врагов. Тоже неплохо. Изгнание. Силой воли жрец может уничтожить любого духа или носителя, уступающего ему по уровню. Дух или носитель, равный или превосходящий жреца по уровню, получит чистый урон. Ну, типа изгнание, понятно. Длань горя и блага. Жрец призывает луч света, который лечит союзников, сжигает врагов, попавших в него. Отлично. Так. И, наверное... это у нас уже есть, как бы. Поэтому мы выбираем отсюда. Ну, пускай электрошоком будет. Давайте ей щиты средние прокачаем. Так, теперь расставим все, как они должны стоять. Так они должны стоять. И эдер прокачаем. Пиротехника, выживание. Вдохновляющая дисциплина. Сконцентрируйтесь и превратите свою силу в чистую дисциплину на короткое время, добавив все виды вдохновения первого уровня. Чистый путь. Так, давайте сначала вспомним, что такое расчистка. Оружие бойца ближнего боя описывает широкую дугу, выполняя основную атаку против каждого врага, отбрасывая его и сбивая с ног. И боец отталкивает всех врагов, либо будет бить всех врагов вокруг себя. Мне нравится вокруг себя.
Критическая защита. 10% критических попаданий становятся обычными. Вот это неплохо. Ярость бывалого. У бойца есть небольшой шанс получить дисциплину каждый раз, когда ему наносят критический урон. Так. Давайте ему большие щиты прокачаем, потому что на каком-то этапе нам это понадобится. Все, наконец-то мы справились с левелапом. И теперь мы посмотрим вообще, что здесь происходит. Окружающая фигура воздух кажется как-то теплее. Ну, давайте с Татоком поговорим сразу. Да у Аник, видимо, мозги насквозь чернилами пропитались, если она и правда думает, что я ничего не сделаю. Промыча себе под нос, Таток нажимает тонким резцом на блестящую поверхность нагрудника, вырезая в металле одну сложную руну за другой. Наклониться, чтобы получше рассмотреть гравировки. Надписи сделаны рунами на ситак. Как минимум половина из них долгий перечень ярких образных проклятий. Здесь срывается и проводит по металлу резкую некрасивую линию. Вот только подергивается глаз. Тьфу, теперь до вечера исправлять. Чего тебе, чужеземец? Едва удостоив вас коротким взглядом, Таток принимается яростно оттирать железо костяшками пальцев. О чем тут был спор? Наш вождь отдала моего Кааля утопленным могилам. Таток плюет на нагрудник и усиленно натирает след от резака. Немного принял его. Кто-то счел бы это великой честью, но для меня это трагедия. Вздохнув, Таток утирает лоб тыльной стороной ладони. Что за немного? Бог нашего острова. Ужасающее существо, но если выполнять правила, он добр к нам. Он грозит резцом каменному идолу в центре деревни. Потом... Ты, наверное, хочешь сказать ложный бог, говорит Зоти. Он не идеален, но это все-таки наш бог. Таток вздыхает и бросит взгляд на идола. Большинство из нас видели лишь его изображение и его слуг-огров, которые охраняют остров. А наши дети, они встречаются с немногом в глубинах горы. Не приходилось... Этот ваш немного живет в утопленных могилах? Да, в Большой горе. Оттуда великий немного и правит островом. Он кивком указывает на виднеющийся вдали пик. Немного его угры оберегают наше племя, приглядывают за нами, но цена... Он качает головой и резко проводит по металлу очередную линию. Не приходилось слышать о новом боге, надо бы разузнать побольше. Немного требует, как истинный бог. Ему нужны чтецы, писцы, в общем, все, кто умеет обращаться с чернилами и пером. Моему Каале выпало несчастье родиться умным. Кто так морщится. Ты отправишься к горе? А ты поищешь моего мальчика? Кто только даже останавливает работу и поднимает на вас взгляд. Мы отправляем туда и другие дары. Золото, драгоценные камни, артефакты. Может, тебя это заинтересует? Тот подмигивает вам и откашливается. Сначала я хочу немного так. Когда я отправлюсь в могилу, обязательно поищу Каале. Спасибо тебе, чужеземец. У меня нет причины ждать от тебя помощи, но я с радостью приму ее. Таток склоняет голову. В следующий раз немного придется от нас откупаться. Док прикусывает нижнюю губу и вздыхает, уходя к хижине. Голодная собака. Лук. Сила +1. Габель. Чужеземец. Хочешь купить еду? Торговка распрямляет плечи и складывает руки на груди. Да, покажи, что у тебя есть. Как скажешь. Она жестко кивает и указывает на товары. Объятие природы. Пояс. С вероятностью 10% дает персонажу и ближайшим союзникам деревянную кожу при критическом попадании с противника. И это прям необычно. Мне нравится, я куплю. Классно, когда можно все покупать. Прям все-все. Так. И я даже сразу, наверное, надену это на Эдера, потому что он у нас персонаж, который часто попадает в ситуации.
А вот телосложение плюс 2. Ну ладно, пускай пока будет у него. Телосложение плюс 3 тут еще есть. Что у нас у главного персонажа? Регенерация. Или главному отдадим, а это пускай ходит с этим. Давайте, наверное, главному отдадим, потому что, в принципе, чаще всего нужно включать и выключать видимость питомца. Волк-питомец. Охотница ягодка. Слуг нашего повелителя это легко разгневать. Еще одна собака. Нальвия. Решительность плюс 1. Аник. Ну давайте с Аником что-то поговорим. Бормоча молитву, вождь собирает пару горстей песка в небольшую плотную горку. Затем она склоняет горки, покрытые татуировками лицо, и резко дует. Песок разлетается по ветру. Ветерок уносится к северу, и лицо ее расцветает улыбкой. Я искуплю нанесенную татоком обиду, величайший. Прими же дар дыхания и ветра за его пустые слова. Подняв руки, она вызывает к северу. Потом она стряхивает с ладони налипшую пыль и поворачивается к вам. Говори, или ты просто отдыхаешь от качки? Она приподнимает бровь и кивает. А что полярные гноми делают на архипелаге? Процветает, мой друг. Ее губы раздвигаются в улыбке, открывая вашему взгляду крепкие зубы. В юности я слышал от старейшин рассказы о переходе через море по огромному мосту из самой земли. Теперь я передаю их собственным детям. Боги открыли перед нами дорогу, и мы пошли. Нас манил доносящийся из-за горизонта зовущий шепот. Она кивком указывает на гору на севере. Мы шли, пока не отыскали великого немного, что дарит нам безопасность, уверенность и будущее. Вздохнув, она улыбается. Рассмотри татуировки на ее лице. Чернила сложным лабиринтом протягиваются от челюсти к колбу. Вас начинает мутить уже от пристального взгляда на узор. Аник улыбается, заметив ваш интерес. Когда я родилась, святая сказала моей матери, что эти линии принесут мне удачу. Пока что я получила только вопросы и снова вопросы. Но разве не такова природа веры? Она посмеивается. Вы с Тутоком спорили за Кааля. Кааля отправился к великому немноку в утопленные могилы, вопреки желанию своего нечестивого отца. Сложив руки на груди, Аник бросает взгляд вам за спину. Немног оказывает Каале великую честь. Туток просто дурак, если считает иначе. Зачем Немног забрал к себе людей из твоего племени? Не мне подвергать сомнению волю Бога. Не мне и не тебе. Она хмурит брови и посылает вам предостерегающий взгляд. Каале повезло быть принятым. Да будем все мы столь умны и любимы. Говорят, Немног ваш Бог. Немног Бог нашего острова и покровитель нашего племени. Аник складывает руки на груди. Немног дарит жизнь и безопасность. Мы жертвуем в могилы самое дорогое, получая взамен процветание. Ты что-то говорила о даре Немнога. Мы подчиняемся законам, а взамен Великий Немног дарует нам безопасность и процветание. Она прижимает руку к сердцу и поклоняется северу. Когда-нибудь Немног, а его соглашение примет весь архипелаг. У меня были другие вопросы. Все вроде. В общем, пока непонятно. Рыба давно высохла и потеряла запах. Судя по всему, это какой-то монстр. Вот. Которого мы, конечно же, сможем убить, я думаю. Ага, утопленная могила на один уровень выше. А вот сокровище капитана Хенки, видите? То есть, получается, это не совсем то. Ну,
В принципе, на один уровень выше это не особо страшно. Вот, и я думаю, что мы туда отправимся, но после того, как мы зайдем на сокровища. Потому что в сокровищах мы можем найти что-то очень полезное для нас. Блин, в сокровищах уровня сложности как бы нет. Возможно, там вообще, ну, то есть нет как бы кого-то, с кем нужно будет сражаться. Так, а это что? Это просто лагерь забытый. Ну что ж, я думаю, ребят, что на этом мы сейчас с вами закончим серию, как обычно, на самом интересном моменте. Вот. А в следующей посмотрим, что мы сможем сделать как с немногом, так и с сокровищами. Поэтому на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. До следующей встречи.